В истории сельскохозяйственной техники встречаются машины, которые удивляют не только своими размерами, но и необычной конструкцией. Яркий тому пример – трактор International Harvester 400 Diesel Twin Drive, разработанный в 1956 году инженером Двайтом Гарреттом и существующий в единственном экземпляре. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про необыкновенный американский трактор Twin Drive и его создателя. Инженер и предприниматель Двайт Гарретт из города Инемкла, штат Вашингтон, в 1950-х годах работал в сфере лесозаготовок. В это время для вывоза бревен из леса активно использовалась гусеничная техника, которая была эффективна, но наносила серьезный ущерб почвенному покрову и молодым деревьям. Металлические траки разрушали лесную подстилку, нарушали естественную экосистему и восстановительную способность леса. Гарретт понимал, что ситуацию могла бы изменить техника на резиновых шинах. Однако ни один из существующих на тот момент тракторов не обладал необходимой мощностью и проходимостью, чтобы справляться с тяжелыми деревьями. И тогда у Гарретта родилась идея попробовать объединить усилия двух тракторов в одном. Для реализации своего замысла он приобрел два новых трактора International Harvester 400 Diesel 1955 года выпуска и приступил к работе по их соединению в единое тяговое звено. Выбор модели Farmall 400 был вполне обоснован. Это был один из самых мощных серийных тракторов на резиновых шинах, доступных в то время. Но решающим фактором стали особенности его двигателя. Плавный и устойчивый характер работы четырехцилиндрового дизеля, сохранявшего стабильную тягу на низких оборотах. Как раз то, что требовалось технике для эффективной работы в лесу. Возможность медленно передвигаться по труднопроходимой местности с тяжелым грузом. Трактор был построен по оригинальной схеме. Два отдельных силовых блока были установлены на собственных рамах и соединены через массивные литые элементы в центральной части. Внутри этих элементов проходили роликовые цепи, передающие крутящий момент от двигателя к передним и задним колесам каждого блока. Центральный шарнир позволял левому и правому модулям трактора двигаться в вертикальной плоскости независимо друг от друга, обеспечивая гибкость конструкции и лучшую проходимость на пересеченной местности. Два четырехцилиндровых дизельных двигателя International Harvester рабочим объемом по 4,3 литра выдавали суммарную мощность около 88 лошадиных сил. При этом каждый из них приводил в движение колеса только с одной стороны – левой или правой. Это решение напоминает принцип, примененный еще на первом гусеничном тракторе Федора Блинова в конце 19 века, где для независимого привода левой и правой гусениц также использовались два отдельных паровых двигателя. В отличие от традиционных колесных тракторов, Twin Drive не имел рулевого колеса. Управление осуществлялось с помощью двух рычагов, как на гусеничном тракторе. Каждый рычаг управлял своим модулем через тормозную систему. Трактор был оснащен 4 массивными шинами с луговым рисунком протектора, которые давали хорошее сцепление с почвой при минимальном ее уплотнении. Такой тип шин помогал обеспечить наиболее бережное отношение к поверхности земли. Двайт Гарретт предусмотрел все технические особенности, чтобы сконструировать идеального помощника под свои нужды. Вот только за необходимую мощность пришлось заплатить внушительными размерами. Трактор Twin Drive был шириной около 2,7 метра, длиной порядка 3,7 метра и массой примерно 7 тонн. Он оказался слишком громоздким для маневрирования между деревьями. Понимая, что это ключевой недочет конструкции, который никак не исправить, Двайт Гарретт принял решение продать свой уникальный трактор. Покупателем стал фермер из штата Вашингтон, владеющий обширными полями. И вот в этих условиях Twin Drive смог раскрыть весь свой двухмоторный потенциал. В течение следующих 30 лет трактор непрерывно трудился на полевых работах. За это время он прошел свыше 154 тысяч километров. Расстояние эквивалентное почти что 4 кругосветным путешествиям.
Из сохранившихся документов известно, что за весь срок эксплуатации трактор требовал лишь замены шин и технических жидкостей, обновления сидений и лакокрасочного покрытия, а также одного капитального ремонта двигателей. Для машины такой сложности и нестандартной конструкции это впечатляющая надежность, которая говорит о мастерстве ее создателя лучше всех слов. Хотя Twin Drive не оправдал себя как лесозаготовительная машина, именно он стал отправной точкой для дальнейших инженерных поисков Двайта Гарретта. Уже вскоре после продажи Twin Drive он начал прорабатывать концепцию более компактной и маневренной машины для работы в лесу. Результатом стал трактор Garrett Model 10, представленный в 1960 году и ставший прародителем всех современных колесных трелевочных тракторов. А Twin Drive после 30 лет эксплуатации на ферме и выхода его владельца на пенсию в 1980-х годах был выкуплен обратно компанией Гарретта. В дальнейшем он преимущественно находился на хранении, лишь изредка участвуя в местных праздниках и парадах. Возможно, он так и стоял бы в ангаре компании, если бы в 1992 году о нем не появилась короткая заметка в журнале Red Power Magazine. Публикацию заметил Гарри Ли, пенсионер и любитель техники International Harvester из города Элнора, штат Индиана. Гарри был известен в кругу коллекционеров своими самодельными многомоторными тракторами на базе Farmall F20 и F30. Он сразу понял, что Twin Drive должен занять достойное место в его коллекции, но на тот момент трактор не продавался. Лишь 10 лет спустя, в январе 2002 года, Гарри Ли получил возможность приобрести Twin Drive. И с этого момента трактор получил широкую известность за пределами профессионального сообщества. Гарри Ли регулярно демонстрировал Twin Drive на выставках и технических шоу, где он неизменно вызывал интерес публики благодаря своей оригинальной конструкции. Позднее трактор вошел в коллекцию музея International Harvester Stu Пакета во Флориде, а в 2022 году Twin Drive был продан на аукционе. История этого трактора о том, что иногда технический курьез может обернуться новаторской идеей. Поэтому да здравствует техническое творчество! Обязательно воплощайте ваши идеи на практике и делитесь ими. Возможно, именно ваша идея кому-то очень сильно нужна. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока!